Друзья, приветствую вас! Это обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения в позициях по SOT FTSE, по фьючерсам Фордс на ММВВ произошли и, соответственно, что ожидать на предстоящей неделе и в понедельник в движении по доллару, рублю, нефти, золоту и другим активам, которые представляют для нас с вами интерес. Так, друзья, вначале хотел обратить ваше внимание на то, что в понедельник в Соединенных Штатах День президента. В Китае праздник весны, китайский Новый год. И поэтому, сами понимаете, при таких раскладах активность на площадках будет не очень большой. Так, давайте к календарику перейдем, который в пятницу вышел. Соответственно, что у нас здесь? Число активных буровых по данным Baker Hughes. Смотрите, здесь на самом деле ошибочка. Я не знаю, может быть это сейчас отображает, может быть на сайте там что-то не так подтянулось. Потому как не может число активных буровых быть больше, чем общее число буровых. То есть, конечно, 306 это общее число, не общее число, а количество буровых активных, а 299 это было на прошлой неделе. И за эту неделю, получается, произошел прирост на 7 активных буровых. Цены на нефть растут, соответственно, вышки открывают, вышки начинают работать. Какой здесь есть момент? Вот есть очень сильная зона по количеству активных вышек в США. Она где-то 290-320 штук. Вот пока цены не уйдут выше 70-75+, маловероятно, что будет движение выше 320 активных вышек. Если такое движение все-таки будет, значит мы идем на 70-75+ по нефти Brent. Так, далее, давайте посмотрим, что у нас по SOT FTSE. Вышли данные по количеству чистых спекулятивных позиций по британскому паунду, по фунту. Что мы имеем? 21 тысяча лонгов, была 10 тысяч лонгов. Вот это позиции, которые публикуются, это позиции спекулянтов, так называемый non-commerce. Я считаю, что это наиболее показательно. Именно изменение в этих позициях, оно в наибольшей степени коррелирует с теми движениями в активе, которые происходят на следующей неделе. Итак, что у нас получается? По британскому фунту на следующей неделе спекулянты ожидают рост британского фунта к доллару. Это происходит в связи с определенными макроэкономическими событиями в экономике Великобритании. Так, далее по меди. Смотрите, с медью здесь все ок. Все ок, она колеблется на хаях, количество лонговых позиций, то есть произошел рост. Но на самом деле вот это все движение, до этого была небольшая просадка, сейчас рост. Я думаю, по меди все будет хорошо, потому что медь, во-первых, это, скажем так, то, что нужно для экономики в любом случае, для производства электроники. Во-вторых, новая экономика, которая народилась и продолжает нарождаться, она связана с электричеством. И поэтому по меди динамика будет достаточно позитивной. Если медь будет падать, это значит, что что-то совсем не айс происходит и будет какой-то армагеддец. Вот сейчас, судя по наращиванию лонговых позиций, на следующую неделю ставят на рост цен на медь. И, соответственно, наверное, по экономике не будет никаких мировой негативных движений. Там тем более Новый год у китайцев, я думаю, там все должно быть хорошо. Но, по крайней мере, если они начнут выходить после праздников, сразу, наверное, так прямо сразу сильно падать никто не даст. Так, друзья, далее нефть. По нефти спекулянты лонги нарастили. Было 500, стало 514. Небольшой прирост по нефти мы сами с вами видим, что идет, во-первых, вынос шортовых позиций, это раз. И, во-вторых, те сокращения, которые сделали, они привели баланс на рынке спроса и предложений. Поэтому на текущий момент мы пока имеем растущий тренд в нефти. Соответственно, то, что небольшой прирост лонгов произошел, указывает на то, что на предстоящей неделе американские спекулянты предвкушают, что будет рост цен на нефть. Так, друзья, далее по золоту. По золоту нон-коммерсы произвели разгрузку. Лонги немножко срезали. Соответственно, по золоту ожидают, что, я думаю, где-то будет боковик на текущих значениях, может быть еще небольшой откат.
В любом случае, конечно же, с учетом работы печатных станков, в среднесрочной перспективе золото будут гнать наверх с очень высокой степенью вероятности. Сейчас ожидают по нему снижения, но я не думаю, что это снижение будет особенно существенным. Отдельно потом в каждом конкретном случае детально мы посмотрим, как будет двигаться актив. Так, а вот по NASDAQ ожидают коррекционный откат. Ну, действительно, американские индексы задрали просто дальше некуда. Соответственно, спекулянты немножко снизили лонги и ожидают, что по NASDAQ будет небольшое проседание. Ну, на самом деле, я думаю, там просто консолидационное движение на хае. То есть, пока падать, скорее всего, не дадут. Для этого будет возможность впереди. Дальше, в следующих месяцах, сейчас наиболее вероятно будет консолидация на достигнутых значениях. Так, далее, природный газ. По природному газу нарастили лонги, ожидают, что природный газ, цена на него будет расти. Но действительно, зима выдалась не очень теплая, и поэтому как бы газ он в фаворе. Так, далее, S&P. Здесь нарастили шорты. Вот. Ну, как раз вот S&P показывает, что происходит, когда идет рост какого-то актива, а участники рынка отдельные, упрямые, они продолжают делать ставку на то, что он вот-вот рухнет. Ставку делает, но он никак не падает. Вот. И, соответственно, то есть горят синим пламенем спекулянты, которые сделали ставку на падение американского рынка. Вот, да, конечно, текущие цены, они unreal, потому что экономика на самом деле не восстановилась, но здесь пока что идет рост, и непонятно, насколько на текущий момент вот эта ставка обоснована. То есть, да, рано или поздно будет разворот и падеж, но пока как бы к падежу дело не идет. Так, друзья, далее позиции по серебру. По серебру немножко снизили. На самом деле по серебру, я думаю, будет так же, как и по золоту, консолидация в диапазоне. То есть здесь небольшое снижение лонгов есть у спекулянтов, у нонкоммерсов. Но на самом деле, я думаю, вот это снижение, оно не вызовет существенного коррекционного отката. Здесь, я думаю, даже не будет как такового сильного отката, будет движение в диапазоне. На самом деле, серебро это очень интересная тема. Относительно него идет масса споров, что будет с ценой в предстоящем году. Вот. Я свою точку зрения ранее озвучивал, ну и по ходу ее буду корректировать, до вас ее доносить. Если, конечно, канал опять хакер не задедосит. Так, друзья, ну далее что нас интересует? Нас интересует рубль и евро. Соответственно, по рублю идут движения около нуля, то есть пока пересечение нулевой линии не произошло. Там достаточно небольшие объемы, это связано с тем, что из-за геополитических рисков там просто рублевые позиции разгрузили, никто не хочет рисковать. Сейчас идет колебание в районе нуля, ну немножко шорты подрезали, было там минус 0,6 тысячи, стало минус 0,2 тысячи. На самом деле здесь можно говорить о каких-то кардинальных изменениях только в случае пересечения нулевой линии. Такового пока не произошло, поэтому по рублю информация сейчас по SOTIS FTSE, она не информативна с моей точки зрения. Так, по евро. По евро нарастили лонги, немножко нарастили, на 3000. Это порядка там 2,5%. Но на самом деле здесь по евро будет консолидация. Евро-доллар немножко отскочил. Сейчас, скорее всего, он будет в проторговочке на предстоящей неделе находиться. Вот. Но сейчас таких сильных драйверов для начала движения в ту или иную сторону его все-таки нет. Я считаю, чуть позже мы поймем, какая ситуация на самом деле. Я на прошлой неделе делал обзор по индексу доллара, можете посмотреть, там достаточно детально я эту ситуацию разобрал. Так, друзья, ну вот если рассматривать SOTIS FTSE по индексу доллара, здесь получается, что спекулянты, то есть нонкоммерсы, они немножко сократили количество шортов за неделю. Но здесь не такое большое сокращение шортов произошло, то есть они делают ставку на то, что все-таки индекс доллара немножко будет расти. Вот. С моей точки зрения, здесь существенного движения пока нету оснований для того, чтобы оно происходило, и поэтому на предстоящей неделе мы по индексу доллара увидим движение в боковике.
Но вот здесь все-таки тенденция, она, я думаю, переломная в ближайшее время будет. Вот. Ну, посмотрим, насколько быстро он начнет расти. Вот. Не факт, что он начнет расти, но вероятность определенная того, что индекс доллара будет расти и доллар укрепляться, она имеет место быть. Вот. Пока здесь движение все идет в консолидации, в боковике. Так, друзья, ну дальше давайте вот биткоин посмотрим. Какая свадьба без драки, ну и без биткоина нынче тоже никуда. Так, здесь нонкоммерсы наращивают шорты, но пока не критично. И, в общем-то, текущая ставка на шорт биткоина у нонкоммерсов, она показала то, что их вынесли на биткоине, вот, не более, не менее. Так, друзья, ну вроде с сотами с FTC разобрались, давайте посмотрим, что у нас на понедельник по поводу позиций на форте. Так, ну давайте начнем с фьючерса на индекс РТС. Здесь ставка делается на то, что фьючерс на индекс РТС будет проседать. Опять же, обращаю внимание, понедельник это тонкий лед, поскольку везде праздники и на востоке, и на западе, и мы будем предоставлены сами себе. Но получается, остается Россия и Европа. И посмотрим, как в такой коннотации будут происходить торги без Китая и без США. Ну, конечно, там какая-то активность она будет проявляться, но основные потоки капиталов здесь будут либо только по России, либо только по Европе. Соответственно, ликвидность, скорее всего, будет снижена, и движения будут достаточно резкие и временами непредсказуемы, на первый взгляд. Так, далее Сбербанк. Ну, смотрите, по Сбербанку юрики делают ставку на то, что проседание продолжится в понедельник. Я думаю, это близко к правде, потому что по Сбербанку пробит ключевой уровень, и теперь здесь может развернуться достаточно ощутимый коррекционный откат для начала. Об уровнях мы поговорим чуть попозже. Так, далее Газпром. Газпром. Здесь целая там трагедия с этими потоками северными развивается. Но здесь ставка на то, что в понедельник по Газпрому будет просадка. Наращивают шорты и определенные изменения у физических лиц. Соответственно, здесь, скорее всего, ожидается, что будет движение вниз по Газпрому. Обращу внимание, это не значит, что весь день мы будем падать. Нет, может быть просто одно движение. И после этого, если там будут определенные признаки, пойдет отскок и рост. Такое тоже бывает, и причем достаточно часто. Но с высокой степенью корреляции будет отклонение цены вниз от цены закрытия. Вопрос только в том, станет ли это трендом на весь день, или это будет короткий задер, то есть короткое движение. Так, ну вот по ВТБ здесь более или менее оптимистичная картина, которая указывает на то, что по ВТБ может быть и рост. Но у ВТБ вот корреляция между этими параметрами, она не такая высокая, как у других активов. Так, далее Норникель. По Норникелю делают ставку на то, что Норникель в понедельник будет проседать. Так, далее Сишка, она же доллар-рубль. Ну, по доллару-рублю ставка на укрепление рубля. Здесь без вариантов. Либо на открытие, либо в течение дня сформирует тренд. Но достаточно высока вероятность того, что будут рубль к доллару укреплять. Евро-рубль. Здесь схожая ситуация. Даже она более, я бы сказал, серьезная. Ставка на то, что рубль будет укрепляться к евро. Так, евро-доллар. Здесь ставка на рост. Ну, наверное, евро-доллар он в таком вяленьком боковике в понедельник будет. Вот, потому что все-таки американские праздники, они определенным образом на ликвидность повлияют. Так, ну вот британский фунт решил я посмотреть, потому что по нему очень интересная картина в части движения вверх и росте британского фунта против доллара. Это следует из сотов, это следует из изменений в британской экономике, в ее макроэкономических показателях. Вот, поэтому по британскому фунту вполне возможно, даже уже в понедельник произойдет движение наверх. Так, друзья, ну и нефть. Здесь целиком ожидание на рост, на то, что цены на нефть будут расти. Единственное только, ну вот ситуация с тем, что праздники и в Китае, и в США будет, наверное, с ликвидностью некоторая загвоздка. Вот, но после определенных событий в нефти, я думаю, здесь регулятор будет очень внимательно смотреть, чтобы фокусы не повторялись. Но, тем не менее, с моей точки зрения, в такие дни, когда вот там праздники и так далее, ликвидность уменьшается,
лучше от торговли нефтью воздержаться. Потому что те события, которые могут произойти против вас, они порой бывают роковыми. А нефть, она очень часто попадает под раздачу. Но мы с вами в последнее время видели, как минимум за прошедшие 2-3 года по нефти периодически возникали очень неприятные, непредсказуемые движения. Так, далее серебро. Ну, по серебру делают ставку на то, что серебро отскочит и в понедельник покажет ощутимый рост. Так, а вот по золоту наоборот, по золоту ожидают продолжения снижения. На самом деле, я думаю, вот здесь по большей части коррекционный откат, он свой ресурс выработал. Детально в понедельник посмотрим, если опять, конечно, канал хакер не задедосит, что там будет происходить. Вот. Пока как бы на ум приходит, исходя из этого изменения позиции, что по золоту мы еще немножко совсем скорректируемся вниз. Ну, вопрос только, что послужит камнем преткновения. Может быть 1811, может быть еще чуть пониже. Так, ну и природный газ. Здесь ставка на то, что он будет снижаться, но по SOT SFTC там, по-моему, ставка на продолжение роста, если не ошибаюсь. Вот. Но я думаю, в понедельник вообще не стоит на природном газе заострять внимание, если кто-то им занимается. Это связано с ликвидностью. Так, друзья, ну все, основные ключевые активы посмотрели. Надеюсь, то, что я до вас доношу, вам приносит прибыль и пользу. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. Пока нет четкой уверенности, когда я выйду в эфир еще раз. Это зависит не от меня. Видимо, мой канал мешает определенным махинаторам, и поэтому они его дидосят и мешают мне выходить в эфир. Все, друзья, спасибо за внимание, до свидания.